Смотрите, какой крутой кейк-попс. Это просто что-то. Привет, мои сладкие! Добро пожаловать на канал Энни Макарон. И в этом уроке мы приготовим с вами кейк-попсы. Берете рецепт вот из этого видео. Здесь я вам оставляю ссылку вот этого бисквита. Из него мы будем готовить. И сначала мы делаем бисквит вот по этому видеоуроку, а потом уже делаем кейк-попсы. Если вы еще не подписались, то напоминаю вам нежно это сделать. И погнали готовить кейк-попсы. Мы берем с вами бисквит и вот так вот его хорошенечко руками измельчаем до такой мелкой крошки. У меня бисквита немного, потому что мы делали из этого бисквита тортики. И вот остатки мы делаем кейк-попсы. Это тот же хороший бисквит, просто его обрезочки, которые никуда пойти не могут. Хорошую такую мелкую крошку однородную измельчаем, чтобы мы могли делать формовку. Если у вас есть формочка для кейк-попсов, вы можете использовать ее или можете делать вручную. Ну вот так вот мы измельчили вот примерно до такой крошки, до такого вот состояния. И сюда мы добавляем сливочное масло, размягченное. У меня было масло из холодильника, я немножечко прогрела его в микроволновой печи и сгущенку. Можно вот так вот прям рукой, если вы в перчатке работаете, все это достать, потому что мы рукой будем сейчас все это перемешивать до однородной массы. Нам важно, чтобы наша масса, она лепилась хорошо, но не была прям супер мокрой. Поэтому здесь очень важна пропорция масла и сгущенки. И вот у нас получается вот такая вот масса, из которой мы можем лепить, по сути, все что угодно. Вот она скатывается у нас спокойненько в один шар. Она не сухая и не супер мокрая. И вот такая она получается. И мы, соответственно, с вами будем отмерять шарики 1 граммовки и скатывать вот таким образом. Они не получатся идеально ровные, если у вас нет формочки. Если вы делаете для себя, то можно катать так. Но если вы делаете на заказ, то лучше приобрести формочку для кейк-попсов, чтобы кружочки были идеально ровные. Итак, тесто у нас готово, так скажем. Теперь мы перейдем с вами к приготовлению глазури. Чтобы глазурь у нас классно схватилась, нам нужно скатать предварительно шарики кейк-попсов и отправить в морозильную камеру, чтобы они хорошенечко схватились быстренько. И глазурь у нас была равномерным слоем и хорошенечко схватывалась. Если вы делаете для себя, вы можете делать кейк-попсы на глаз, примерно, да, по размеру. Если вы делаете на заказ, то вы можете использовать весы и, к примеру, там по 30, по 40 грамм взвешивать кейк-попсы, но тогда мы используем формочку, чтобы они были идеально ровными. Также, к примеру, у меня вот, например, есть формочка такая вот облачки. Давайте сделаем кейк-попс в виде облачка. Мы берем вот это облачко и полностью его вот так вот забиваем нашим тестом. Хорошенечко формируя вот так вот все края, проходясь. Хорошо вот так туда плотненько забиваем. Если у вас есть форма непосредственно для кейк-попсов, то он будет работать сильно проще. Но так как мы такие домашние истории устраиваем тут, поэтому мы делаем вот так. Просто забили полностью формочки. И все. И давайте сделаем маленький. Будет ли он красивый, интересно? Или нет? Если вы положили сильно много, потом в целом, когда заморозится, можно будет обрезать аккуратненько, поровнее. Докатываем все шарики и отправляем все в морозилку. Для приготовления глазури для кейк-попсов нам понадобится белый шоколад. Я сложила его в высокий стакан, чтобы было удобно окунать. И какао-масло, можно использовать растительное масло в такой же граммовке. Мы все это дело помещаем в одну емкость высокую и плавим в микроволновке, пока шоколад у нас с какао-маслом полностью не растопится. Итак, мои кейк-попсы подзамерзли в морозилке, они стали тверденькими. Немножечко я им дала полежать в холодильнике, чтобы они чуть-чуть разморозились, и я могла вставить в них палочку. Вот так вот убираю руками весь иней, который наморозился на них.
Значит, немножечко отставляю в сторону. Дальше, что мне еще понадобится, это кусочек пенопласта. Готовые кейк-попсы я буду вот таким вот образом вставлять в него, чтобы они стояли и глазурь никаким образом не повредилась. Здесь у меня моя готовая глазурь розового цвета. И перемешаю еще разочек. И начнем наши процессы. Итак, нам нужно окунуть палочку в шоколад немного и вставить в наш кейк-попс. Он довольно твердый, поэтому вставляться будет не очень хорошо. Но нам важно, чтобы он был холодный. Видите, тогда глазурь, она схватывается просто мгновенно. Вставили один кейк-попс, чтобы он хорошо закрепился. Потом берем, окунаем в шоколад палочку, немножечко стряхиваем и вставляем следующий кейк-попс. Готово. Так это выглядит. Оставляем полежать, чтобы шоколад схватился. И так мы каждый кейк-попс насаживаем на палочку. Что же мы делаем с нашими облачками? У нас же тут есть еще и облачка, помимо кружочков. Давайте мы их достанем. Смешнючие вот такие облачка у нас получились. Нам нужно получить одно объемное облачко такое. Я возьму палочку от кейк-попса и вот так вот шоколадом пройдусь по моему поверхности моего кейк-попсика. Теперь я беру палочку и вставляю сюда. И еще немножечко прижимаю, чтобы он вот так вот вошел. Еще немножко шоколада. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И беру второй кейк-попсик, вот так вот, и закрываю, чтобы они у меня слепились между собой. Получается вот такой вот кейк-попс на палочке. Если где-то я вижу там недоработки, оно не идеально вместе, я могу все это подкорректировать вот так вот шоколадом до того, как буду окунать, и заполнить пробелы шоколадной историей. Где что-то лишнее, наоборот, убрать. И у меня получается вот такой вот кейк-попсик. Дальше у меня вот такие облачка кейк-попса. И я вставляю в него палочку. Получается вот так. И второй. Здесь наши палочки схватились, все хорошо держится кейк-попс, и мы окунаем в глазурь. Полностью, чтобы глазурь покрывала наш кейк-попс. Даем немножко стечь. И вот так вот крутим. Ждем, пока глазурь застынет. И отправляем вот таким образом остывать. Дальше. Берем следующий кейк-попс, окунаем в глазурь, даем хорошенько, быстренько стечь и ждем, пока наша глазурь застынет. И мы ставим кейк-попс в нашу подставку. Так, берем наше облачко маленькое, окунаем. Стряхиваем хорошенечко все остатки. Если видим, что где-то, к примеру, нам не очень нравится покрытие кейк-попса, мы берем палочку, аккуратненько, быстренько проходимся, чтобы разгладить. И вот такое у нас получается облачко. Потрясающе. Ну и то же самое мы проделываем с каждым нашим кейк-попсом. Окунаем в глазурь, держим, хорошенечко трясем, чтобы вся у нас лишняя глазурь стекла вниз. Когда видим, что перестает течь,
Переворачиваем и ждем, пока немножечко застынет. И вставляем в нашу штучку для кейк-попсов. И то же самое делаем с нашим большим облачком. Последний я вам покажу, как делать. Представляете, какой классный, вкусный можно делать самостоятельный даже топпер. Любую фигурку, сердечко, звездочку. Вкусный, классный топпер можно делать на торт. Вот такое классное облачко у нас получилось. У меня есть декор еще шоколадный. Вот такие фламинго. И давайте украсим кейк-попс. Вот я украсила красиво цветочком. Вот. И сейчас хочу украсить один кейк-попс фламинго. Я беру кейк-попс. Он у нас застыл, полежал. Беру зубочистку и на нее немножечко шоколадного глазури. Той же розовой глазури, которую мы использовали для покрытия. Работаем довольно быстро, чтобы она не успела застыть. Берем нашего фламинго. Он у нас жирный довольно. Давайте побольше шоколада бахнем, не то он у нас отвалится. Так, есть. И нашего жирного фламинго мы вот так вот садим на наш кейк-попс. Вау, получится просто классно. Только посмотрите, какой крутой кейк-попс. Это просто что-то. Мне очень нравится. Все, на этом наш с вами урок окончен. Не забывайте подписываться и ставить ваши лайки. И обязательно, конечно, готовьте и пишите мне комментарии.